Не-не-не-не-не-не-не. Сёма, сюда Семка, нельзя. иди ко мне на ручки и ложись. Добрый день, друзья! Сегодня хочу вам показать пересадку орхидеи Вудда. Но сначала покажу вам орхидею вот с таким. Я тебя тоже люблю, но ты мне мешаешь. С таким названием и ее цветение. Так, группа поддержки уходит. Ну, пускай посидит 3 минуты и выйдет. Так он сейчас ляжет. Сёма, уходишь. Ну ладно, ладно. Ну, я его выгоняю. Все, Сёма. Да, брысь. Иди ко мне. Эти две орхидеи я приобрела у Александры Красиной. Она за последние полгода приезжала к нам 2 раза на выставки. Я вам показывала, когда я приобрела, какие орхидеи. Была не одна орхидея, и созданы 2 плейлиста об этих орхидей. Одни были куплены орхидеи в декабре, другие в январе. Но это даже не куплено, а эту орхидею мне Александра подарила. Ссылки на контакты Александры я оставлю в описании под видео, потому что она не только приезжает на выставки, но и занимается рассылкой таких маленьких азиатских орхидей. Орхидеи очень хорошего качества. Я покупала уценки, и даже некоторые орхидеи мы с вами уже пересадили. И вот настало время орхидеи Вудда. Всю историю можете посмотреть в плейлисте, в каком состоянии эта орхидея была приобретена. У нее был цветонос, потом я его срезала. Корней было мало. Распушала мох, ставила в пластиковую емкость. Рос у нее листик. Сейчас он уже достаточно большой. И мне не нравится, что она отсушивает корни от шеи. Но при этом, как вы видите, в самом горшочке корни растут прекрасно. Может быть, ей надоело расти в мху. А может быть, есть и другие причины, о которых она не рассказывает. Но считаю, что ее нужно пересадить, потому что все-таки мох. Может быть очень влажно, может быть бывает сухо. Ну, причин может быть миллион. Надеюсь, что при пересадке она перестанет сбрасывать корни. Но вот такой сброс корней у меня никогда не вызывает никаких волнений. Потому что если она где-то сбросила корни, то она тут же начинает растить новые корни от шеи. А эти засохшие корни я обрезаю. Чтобы вам было видно. Начинает растить корень. Доходит до мха, и все. Корень погибает. Вот именно по этой причине я ее и пересаживаю. А внутри, там, где много мха, она вырастила вот такие корни, прекрасные. Говорят, что в воду орхидея капризная.
Пока не могу сказать, капризная или нет. Нужно больше времени за ней понаблюдать, чтобы определить, какие же капризы могут быть у этой орхидеи. Орхидея молоденькая. Да и удобрять ее пора. Ведь пока орхидея в маховом стакане, я не удобряю такие орхидеи. Собака лает просто. Звуки природы. Так, где-то на улице лает собака. Нам слышно, вам не знаю. И птичка поет. Да, птички поют приятно. Как интересно, то птичка, то собака. Удаляю с корней весь мох. Видите, какой интересный корень? Здесь он растущий, а здесь подсохший. Конечно, оставляю. Промывать не буду. Корни и так влажные. Ну и мыть-то тут нечего. Если остались какие-то кусочки мха, они совсем маленькие, и они не помешают орхидее. Выбрала горшок объемом 1 литр. Прекрасно помещаются корни орхидеи в такой горшок. Я думаю, что она проживет в нем год или полтора, если не начнет очень активно расти. Ну, все бывает с орхидеями. Например, когда пересаживаешь орхидею, кажется, что корней немного, но начинаешь орхидею удобрять, и корни, и листья очень активно растут. Тогда делаю пересадку по показаниям. То есть много корней, да, возможно пересадка. Если орхидея начинает цвести, закукливает корни, то тогда жду окончания цветения и тоже делаю пересадку. Бывает такое, что вот такие маленькие орхидеи приходится пересаживать каждый год. И эту орхидею я посажу в мелкую кору. Ну, во-первых, я вам показываю, что некоторую часть орхидей, а именно те орхидеи, которые содержались в мху, я пересаживаю в очень мелкую кору. Кору беру фракции 8-13. И только взрослое, здоровое растение я сажаю в керамзит. Вот когда подрастет, будет большое количество корней, тогда, конечно, я обязательно пересажу ее в керамзит. А сейчас пока мелкая кора. Сейчас открою пакетик. С посадкой в кору все всегда очень просто. Особенно, когда кора обработанная, без вредителей, мелкая и чаще всего сухая. Помещаю орхидею по центру горшка и из пакета насыпаю кору. И с другой стороны. Аккуратно распределяю кору в горшке. Сейчас постучу по горшочку и добавлю коры в том месте, где это необходимо. Горшок двойной, поднимаю, смотрю, видно ли какие-нибудь корни. Да, в одном месте корни видно.
Даже можно чуть-чуть еще подсыпать коры. Вот с этой стороны. Вот здесь уже буду насыпать рукой. И распределять. Ну вот так, будет достаточно. Я уже несколько раз рассказывала, что эта кора, она так сильно высушена и обработана, что по своей влагоемкости напоминает керамзит. Поэтому такие орхидеи я тоже поливаю замачиванием. Наливаю в двойной горшок воды на 2-3 сантиметра ниже грунта. Даю постоять от 20 до 30 минут, сливаю всю воду и жду, пока просохнет кора. Она просыхает очень быстро. И видимые корни станут серебристыми. После этого делаю следующий полив. Да, этим орхидейкам нужно чуть больше уделять времени, но зато они отблагодарят своим великолепным цветением. А вуду цветет очень красиво. Полив делаю через пару дней после посадки. Дождемся цветения? Обязательно. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.